Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу вам рассказать о китовом объективе компании Olympus. Это объектив 1442, f3.5, f5.6 и Z. Это стеклышко является тем редким случаем, когда китовый объектив оказывается достаточно неплох, и с ним, в общем, не стыдно выйти что-то поснимать. Традиционно принято гнобить и унижать киты вообще, да и, как правило, действительно, киты у почти всех производителей это какое-то дешманское темное говняное стекло, которое обладает, очень-очень посредственными оптическими характеристиками. По сути, как правило, это просто какой-то максимально удешевленный объектив, где сэкономлено просто на всем, лишь бы просто заткнуть дырку байонета у камеры и отправить ее в продажу. Там ни дисторсии, ни хроматические аберрации толком никак не справляются. Да и с резкостью, как правило, беда, она обычно очень неравномерная на разных показателях диафрагмы и на разных фокусных расстояниях. В общем, одним словом, китовое стекло, как правило, это по сути синоним редкостного говна. Но компания Olympus славится отчасти как раз тем, что у них даже самые простые стекла обычно очень даже неплохие. К примеру, в ту эпоху, когда было просто стандарт 4/3, еще не микро 4/3, а просто, даже тогда вот был похожий зум 1442, я имею в виду похожий по фокусным расстояниям и светосиле, а не по конструкции, но он тоже достаточно крутой. Вот я сейчас на него иногда снимаю в комплекте с этой камерой, и меня он радует, он очень неплох. Ну а при переходе на микро 4/3, что Olympus, что Panasonic тоже сделали китовые стекла с этим же фокусным расстоянием 1442, ну и такой же светосилой 3.5, 5.6. Первые версии мне, конечно, не очень понравились. У Panasonic было достаточно крупное стекло, да и байонет пластмассовый. У самого первого кита на микро 4/3 у Olympus тоже был очень пластиковый конструктив, такой хлипенький. Да еще там была дурацкая система парковки. Блять, терпеть не могу систему парковки объективов, это просто какая-то мерзость. Да и качество картинки того объектива не сильно поражало. Я когда приобрел себе комплект Olympus IP5, там в комплекте просто шел этот объектив, по сути бесплатно, даром отдавался. Я, конечно, решил его попробовать. Я тогда, конечно, уже располагал фикс-объективами для Olympus, и они мне, в принципе, устраивали по качеству картинки. Но мне захотелось попробовать вот с таким темным зумом поиграться. И через пару недель этот объектив уже отправился на Авито, потому что он был полностью никчемен. Хотя стоит оговориться, что даже тот вообще никакущий объектив был гораздо лучше, чем тот мусор, который ставят на свои камеры Nikon и Canon в начальном уровне. Наш же сегодняшний экземпляр – это объектив со складной конструкцией и электронным зумом. И он вышел примерно в то же время, когда и Panasonic выпустили свой такой подобный блинчик. В принципе, они оба хороши, но я лично их в лоб просто не сравнивал, поэтому какой из них лучше, я так навскидку не скажу, конечно. Сегодня поговорим конкретно про этот вот последнего поколения кит у Olympus. Объектив в сложенном состоянии очень компактный. Диаметр светофильтров тут всего лишь 37 мм. Ну а я, чтобы не мудиться с крышечками, накрутил вот такую самоснимающуюся крышечку, самораздвигающуюся точнее, с лепестками. Благо Olympus продумали такое решение. Байонет тут, кстати говоря, металлический, сам корпус из довольно-таки прочного пластика. При включении хоботок у объектива телескопически раскладывается. Ну, для совсем уж крохотных камер он, наверное, пожалуй, великоват. Ну, так, на мой взгляд. На крупные камеры вряд ли его кто-то будет ставить. Там, типа GH серии у Panasonic или OMD у Olympus, по крайней мере, единичку точно вряд ли кто-то его будет ставить, потому что, там просто стекла есть. Если у тебя есть деньги на нормальную тушку, у тебя есть бабки на профессиональное стекло. Вот. Но он идеально сидит на серии Pen от того же Olympus, хорошо сидит на OMD EM10, например.
на пятерке тоже неплохо смотрится. Как раз вот некрупные камеры и такое универсальное стеклышко. Это хорошая комбинация. Единственное, что может не понравиться с непривычки, это электронное зумирование. То есть здесь привод встроенный в колечко. Ты зумируешь, приближаешь или удаляешь с помощью него. Но оно довольно плавное, без рывков. К нему довольно быстро я адаптировался. Ну, а у более современных камер, нежели вот этот Olympus IP1, там вообще есть даже в меню настройка скорости зума. Раскладывается, кстати говоря, хоботок довольно быстро. И главное, складывается тоже весьма оперативно. Вряд ли что-то можно упустить. Буквально там после нажатия, наверное, меньше секунды явно проходит на кнопку включения. Помимо того, что объектив быстро раскладывается, он также очень резко и фокусируется. И при этом звуков никаких не издает. Делать быстрые снимки навскидку вполне реально с ним. Сценарии применения у него при этом достаточно разнообразные, как, в общем-то, и у любого универсального зум-объектива. Резкость у него очень ровная на всех фокусных расстояниях. Не скажу, что она прямо фантастически запредельная какая-то, это не про стекло, но она стабильна, хорошая, остается всегда достаточно на хорошем уровне. Можно воспользоваться зумом, например, для того, чтобы не пугать каких-нибудь животных. Можно что-то приблизить, если есть в этом необходимость. Если снимать что-то максимально близко, тоже выходят довольно неплохие кадры. Это, конечно, не макростекло, но, тем не менее, оно фокусируется с 20 сантиметров, даже если ты зазумишь. Так что снимки получаются достаточно близкие. Ну, это и понятно, все-таки микро 4/3 матрица небольшая, так что там практически на любом объективе можно делать такое около макро. На широком углу у объектива есть дисторсия небольшая, но она настолько мизерная, что в принципе ее не особо-то заметно. Да и правится она нажатием одной кнопки, когда ты просто подгружаешь профиль объектива. Хроматических аберраций на нем очень мало. Их, конечно, можно словить, но это сделать прям действительно сложно. Ждешь увидеть тут фиолетовый или, может быть, циановый какой-то ад. Но нет, довольно-таки чисто. Контраст в контровом свете тоже теряется очень незначительно. Я вот, пожалуй, только на этом снимке смог добиться появления хроматической аберрации и потери контраста. Но детали все равно в главной части кадра на достаточно хорошем уровне сохранились. Ну и, как я уже говорил, с резкостью тут все очень даже хорошо. Кадры с этого объектива всегда полны деталей. Также и микроконтраст достаточно хорош. Конечно, объектив не сравнится по резкости и микроконтрасту с про-стеклами типа 1240 или 12100, но ведь это и не здоровенный про-объектив с огромным количеством элементов. Это маленькое карманное стекло весом всего 93 грамма. Хотя, если посмотреть на спецификации, то уже не становится таким удивительным вот такое качество картинки, которое выдает этот объектив. В оптической схеме тут есть 3 сферических элемента и еще один ID-асферик. Если посильнее углубиться в ТТХ, то можно обратить внимание на то, что здесь диафрагма имеет всего 5 лепестков. Даже по сравнению с первой версией кита, который был с парковкой дурацкой, это немного, потому что там было 7 лепестков. Но, черт побери, я всерьез рассуждать об этом совершенно не собираюсь, потому что, какая бакешка на темном зуме на микро 4/3. Не все ли равно, сколько тут лепестков? Но между тем замечу, что в принципе изображение в зоне нерезкости достаточно симпатичное все равно получается. Лепестки все равно скругленные. На максимально открытой диафрагме f3.5 детализация по углам незначительно хуже, чем в центре. Но если прикрыть до f5.6, то картинка становится прям очень ровная, равномерная и резкая.
Думаю, очевидно, что в основном я снимал как раз-таки на 14 миллиметрах, что эквивалентно 28 миллиметрам моим любимому фокусному расстоянию. И всегда снимал практически на прикрытой диафрагме до f5.6. В целом объектив в большинстве ситуаций показывает себя просто великолепно, но, пожалуй, все-таки небольшим слабым местом для него является его небольшая светосила. Все же ночная съемка доступна ему с трудом, это делает его не таким универсальным, как хотелось бы. Сами понимаете, на микро 4/3 задирать ISO это, в общем-то, нежелательное действие. Но на том же GM1, на который я часто снимаю, можно вполне легко задрать до 1600 ISO и получать нормальную картинку. Ну а на Олимпусах, где есть стабилизация, да даже на самом первом Олимпусе IP1, можно просто за счет удлинения выдержки вырулить, не повышая ISO более 200. Когда я снимал в основном на микро 4/3 и на их флагманские камеры, я, естественно, пользовался в основном про-стеклами, и мне как бы было до лампочки вообще, существуют там какие-то низшего уровня киты или нет. Но вот сейчас я попробовал этот объектив и был действительно приятно удивлен. Я не ожидал, что дешевое, не очень светосильное стекло китовое может выдавать достаточно хорошую, приятную картинку. Это реально классное, пригодное для каких-то ежедневных зарисовок, универсальное маленькое стекло, которое классно, опять же, смотрится на каких-нибудь небольших маленьких тушках. Каких-то серьезных компромиссов по качеству изображения я тут не обнаружил, никаких особых изъянов я здесь не увидел. То есть в 99% случаев вам будет гарантирована прям приятная, хорошая, полная деталь и картинка, если вы снимаете на этот объектив. Надеюсь, этот небольшой обзор на китовое стекло Олимпуса вам пригодится. Так что не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну и до новых встреч, пока!